Здравствуйте, друзья, зрители и, конечно, подписчики моего канала. Сегодня я буду создавать арт-полотно. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, полотно я буду делать из остатков пряжи. Имеется у меня даже шерсть для валяния. Раньше я работала с этой шерстью, создавала игрушки. Ее я тоже буду использовать в своем арт-полотне. И также буду использовать акрил, мохер, шерсть. В общем, все остатки шерсти, нити для вязания. Работать я с этими остатками буду в технике wool. Техника wool у меня будет бюджетная и упрощенная. Почему бюджетная? Девчонки, в технике wool надо использовать водорастворимый флизелин. Цена на водорастворимый флизелин совсем не дешевая. У меня есть кусок водорастворимого флизелина. Размеры его, если я точно не путаю, по-моему, 90 сантиметров на метр. И цена его, по-моему, 370 или 410 рублей. Честно говоря, не очень помню, покупала его давно. Я считаю, для водорастворимого флизелина, учитывая, что он используется только как основа, это не бюджетно. В общем, я решила его не использовать в этой работе, а буду использовать только тогда, когда научусь уже работать в этой технике wool. И, скорее всего, я его использую, когда, возможно, буду делать какой-нибудь красивый воротник, украшения или берет, а может быть даже что-то из одежды, может быть красивую косметичку. В общем, только тогда, когда научусь работать в этой технике. Еще немаловажный момент, что вот этот водорастворимый флизелин не так-то просто купить. В том городе, где я проживаю, его нет. И чтобы купить кусочек этого флизелина, мне в город Екатеринбург, а это 70 километров от того места, где я живу. В общем, это для меня, девчонки, сложный материал. Во-первых, не дешевый, во-вторых, его сложно достать. В интернет-магазинах он очень дорогой. И только из этих соображений я его оставлю для тех работ, когда полностью научусь работать в технике Crazy Wool. Итак, приступаю к работе. За основу я взяла кусочек ткани. Он у меня цветной. Мне как раз и нужна такая расцветка. Расцветка осени. А здесь присутствуют все оттенки осени. Желтый, красный и зеленый. Что за ткань, честно говоря, я не знаю. Мне подарили декоративные наволочки. И одну из наволочек я решила использовать в своей работе как основу для техники. Но на ощущение эта ткань похожа на очень тонкую фланельку. Возможно, я ошибаюсь. Самое главное, что эта ткань приятная на ощупь и имеет ту расцветку, которая мне нужна. Эту ткань я буду использовать как основу. На нее я буду выкладывать свою шерсть. Для дальнейшей своей работы я взяла вот такой материал. Как он называется, честно говоря, не знаю. Купила в строительном магазине и делала из него приставной столик швейной машинки. У меня остался такой кусок, я его выбрасывать не стала. Буду работать на нем. Девчонки, он похож на пенопласт. И давайте я его проще назову пенопласт. Высота у него примерно 2 сантиметра. Размер этого куска я не знаю. Но он пористый, в него хорошо входят иголочки. И этот момент мне как раз и нужен. Беру свою основу. Накладываю ее на кусок вот этого пенопласта. И дальше я эту основу к пенопласту приколю. Булавочки или иголочки, кому нравится, то так и называют. В общем, девчонки, иголочки-булавочки я вкалываю по всему периметру своей заготовки. Для чего это делаю? Я это делаю для удобства. У меня уже был опыт один работы в такой технике. Ссылку на этот МК я обязательно оставлю в конце видео. Кому интересно, пройдите, посмотрите. Я там не использовала булавочки, иголочки, а просто выкладывала нити шерсти на основу. И это было не очень удобно, так как ниточки тянулись одна за другой. То есть шерсть цеплялась, и нитки тянулись. И у меня получилось так, что центр заготовки был более такой густой и объемный, чем края. В общем, края у меня страдали. Я решила это исправить, используя вот такие булавочки. Об каждую иголку булавочку, а может быть и не об каждую, я буду обматывать нить, чтобы на краях заготовки у меня тоже была шерсть. Но я думаю, понятно вам все объясняю. Если непонятно, то сейчас вы все увидите на своих экранах и поймете.
Выкладывать рисунок шерстью я закончила. Теперь беру лак для волос. У меня самый обычный лак прелесть сильной фиксации. И сбрызгиваю свою работу. Лаком для волос я пользуюсь для того, чтобы нити скрепить между собой. Чтобы шерсть у меня не разлеталась. И в дальнейшем мне было несложно стягать на машинке. Также в настоящей технике Crazy Wool используется специальный спрей для нити. Я использую лак для волос, считаю это тоже бюджетный вариант, и он совсем даже неплохой. Жду, когда у меня лак полностью высохнет, проверяю это ножницами. Если нитки не приклеиваются к ножницам, значит лак полностью высох. И вот на следующем этапе в настоящей технике Crazy Wool должен использоваться водорастворимый флизелин. Им надо накрыть работу, затем сделать стежку на машинке и потом его растворить под струей воды. Но я делаю эксперимент, использую кальку. У меня это очень тонкая калька, либо папиросная бумага. Все называют по-разному. Почему бумага? В первом своем эксперименте я делала фатин. Но, девчонки, у меня есть канал на Дзене, и там мне моя подписчица прислала фотографию своей замечательной работы, тоже в технике Crazy Wool, где она использовала для накрывания бумажные салфетки и стягала все это по бумажным салфеткам. Затем она эти салфетки тоже растворила под водой. Я решила попробовать использовать кальку. Но вот единственное, очень рано приложила кальку на свою работу, клей у меня еще не высох, и калька приклеилась. Поэтому я ее убрала. И сейчас еще подожду немножко времени, чтобы клей полностью просох. И затем уже сверху прикладываю кальку. Затем эту кальку приколю иголочками к основе и дальше буду стягать на машинке. Делать я буду свободно ходовую стежку. Как и говорила ранее, стягать я не умею, поэтому что получится, то получится. В общем, экспериментирую, пробуем, буду смотреть, как у меня эта калька уберется с моего полотна. Ну, я думаю, что получится. И, наверное, еще за кадром я все-таки попробую небольшой размер полотна сделать с бумажными полотенцами, как мне посоветовала моя подписчица. И обязательно с вами поделюсь тем, что получилось. Работу над арт-полотном в технике Crazy Wool я полностью закончила. Посмотрите, как получилось. Мне моя работа нравится. Все, что хотела, я добилась. Работа у меня в осенних оттенках. Все ниточки держатся крепко. Возможно, кому-то покажется это как оббягка, но Crazy Wool это и есть такая техника, где можно утилизировать все шерстяные ниточки. Я надеюсь, что я научусь в этой технике работать, и следующие мои арт-полотна будут намного лучше. Возможно, я буду даже выкладывать какие-то мотивы, какие-то узоры. В общем, всему свое время, иду к этому небольшими шагами. Но данная работа, как и повторяю, мне нравится. Сделала я стежку на свободно-ходовом ходу. И теперь немножко о самой технике. Как вы видели, я работу перед стежкой для удобства накрывала калькой, либо папиросной бумагой. Мне это понравилось, хотя занимает это не такое маленькое время, чтобы убрать кальку. Но час я на это потратила. И в этот час, я еще хочу сказать, почувствовала себя маленьким ребенком. И это как киндер-сюрприз. Мы все знаем, что там внутри, но нам всегда интересно его открывать. Калька приглушала всю работу. И когда я потихоньку убирала кальку, вот это краски, яркость, они проявлялись. Было очень интересно и забавно. Кальку я убирала пинцетом, и я ее совершенно не мочила. Калька как сама по себе, в принципе, хоть и тонкая, но прочная. И когда я тянула кальку, вот у меня здесь даже немножечко осталось, она сама по себе выходила из-под шва, то есть из-под ниточек. И в строчке она не оставалась. Вот у меня здесь остались такие небольшие еще моменты кальки, фрагменты.
Не увидела. Посмотрите, видите, вот так я ее убирала. Все, она из-под строчки сама выходит, и мне это понравилось. В общем, в дальнейшем я и планирую работать вот с такой калькой в технике Crazy Wool. Ну, а теперь мои эксперименты, которые я вам хотела показать. И вот второй мой арт-объект, который я делала, накрывая его бумажной салфеткой. Как мне посоветовали в комментариях. Возможно, я что-то сделала не так, возможно, я использовала не ту салфетку. А, честно говоря, я использовала вот эти обычные бумажные полотенца для кухни. Они двухслойные, и мне крайне сложно было убирать всю эту салфетку. Она, в общем, девчонки, сейчас покажу, не выходит сама из-под шва. Смотрите, мне вот, я даже тяну, и получается, я тяну вместе с нитью. У меня нити распускаются. Не знаю, что-то я делала не так. Возможно. Затем я это все намочила. Видите, она у меня сошла, но в швах так и осталась. Вот это мне вообще не понравилось. Может быть, надо было использовать какие-то другие бумажные салфетки, однослойные. Но я думаю, и однослойные салфетки тоже будут плохо убираться. Видите, ну вот так вот я мучилась и ничего не сделала. Не буду я работать с салфетками. Не знаю, может быть, у меня руки крюки. Ну, в общем, мне вот это, честно говоря, не понравилось, да. И есть сравнение. И еще я сделала для сравнения полотно с сеткой. Посмотрите, накрывала сеткой, но сетка, конечно, не убирается. Это что-то наподобие техники пицца. Ну, это и есть пицца, скорее всего, только внутри не лоскутки и шерсть. Посмотрите, какие приглушенные тона, да? Все как в тумане. Если сравнивать, то, девчонки, согласитесь, на невооруженным глазом все видно, какое из полотен все-таки лучше. Поэтому пиццу как создавала, так и буду создавать. Первый раз пробовала Crazy Wool вот именно с фатиновой сеткой. Теперь, попробовав на кальке, я решила для себя, что буду делать вот в такой технике, которую вам сегодня показывала. Это точно нет, а это точно да, потому что ярко, красиво и не так сложно убирать кальку. Ну, вот вроде все на этом. Если вам понравилось мое полотно, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Еще хочу сказать одну вещь. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, так как с этим арт-полотном я буду работать в дальнейшем. На канале YouTube скоро будет грандиозный совместный проект с большим количеством рукодельниц, где я тоже участвую. И вот в этом проекте я планирую работать с этим арт-полотном. Так что, еще раз повторяюсь, кому интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить этот грандиозный проект. Ну а теперь я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого хорошего. Самое главное — здоровья вам и вашим близким. Пока-пока.